В совместном прямом эфире на Weverse от 12 августа 2026 года Чонгук и Тэхён Ви шокировали и растрогали ARMY, впервые открыто рассказав о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми они справляются прямо во время мирового тура Arirang, включая частичную потерю слуха у Тэхёна и риск усталостного перелома голени у Чонгука. Привет, ARMY! То, что произошло сегодня на трансляции, буквально перевернуло фандом с ног на голову. Прямой эфир Чонгука и Тэхёна должен был стать еще одним теплым домашним стримом во время грандиозного мирового тура Arirang. Мы ждали привычных шуток, забавных историй про еду и разговоров о тренировках. 상탈 러닝이 보면 불편하다, 안 불편하다? 안 불편하다. 토론 끝. 끝. 또 네. 하고 싶은 마음에서 살 수가 없지. Но вместо этого парни открыли нам душу и поделились секретами, которые они скрывали годами. Секретами, от которых буквально сжимается сердце. Сегодня мы детально разберем признания о болезнях и травмах, которые шокировали фанатов, узнаем, почему Тэхён скрывал свое состояние целых 2,5 года и как Чонгук продолжает выступать на пределе человеческих возможностей. Досмотрите до конца, такого честного признания от BTS вы еще не видели. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, мы начнем с самого громкого заявления, которое оставило фандом в немом ступоре. Прямо во время общения с Чонгуком Ким Тэхён впервые признался, что уже около 2,5 лет борется с потерей слуха. Да, вы не ослышались. Ви, для которого музыка, гармония и звуки – это вся его жизнь, открыл пугающую пропорцию. Если его правое ухо слышит на все 100%, то левое – всего на 30%. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Человек выходит на сцену перед десятками тысяч людей, работает в студии, записывает вокал, когда один из его главных рабочих органов практически не функционирует. 자, 소감 들어볼까요? Но почему это усугубилось именно сейчас и когда началось? Тэхён честно рассказал, что его состояние сильно ухудшилось во время прохождения обязательной военной службы. В армейской среде жалобы на здоровье часто списывают на недостаток ментальной стойкости или банальную усталость. Окружающие говорили парню, что он просто должен перебороть это силой воли. Тэхён и сам со временем поверил в это, пытаясь игнорировать тревожные звоночки и справляться в одиночку, молча переступая через боль. Если вспомнить недавние видео или взаимодействие с другими мемберами, например, с Чимином, то можно заметить, как Тэхён иногда интуитивно наклоняется к нему другим ухом или слегка меняется местами, чтобы лучше расслышать собеседника. Раньше мы списывали это на случайность, а теперь понимаем, насколько ему было тяжело. Реакция Чонгука во время эфира была мгновенной и очень взрослой. Он строго прервал старшего товарища, сказав: «Нет, нельзя так думать, ты должен беречь себя». К счастью, сейчас Тэхён находится под постоянным наблюдением врачей, регулярно посещает госпиталь и принимает необходимые лекарства. На концертах текущего тура он полностью полагается на специальные кастомные ушные мониторы, которые помогают ему хоть как-то контролировать звук на сцене. Это проявление невероятного мужества – продолжать петь для миллионов, когда твой организм дает такой серьезный сбой. Но на этих откровениях парни не остановились. Чонгук, который всегда отдает сцене 200% энергии и славится своей безумной хореографией, поделился своей собственной болью. Как оказалось, во время текущей ветки тура он выступает с сильнейшим воспалением голени, которое достигло критической точки. Моя голень сейчас дошла до грани стрессового перелома. На сцене и сегодня мне хоть и хотелось прыгать, но временами было очень больно, поэтому я не мог. Так что я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Я тоже хочу быстрее восстановиться, но из-за постоянных концертов это не получается. Буду максимально беречь себя на выступлениях. Чонгук еще ходил в больницу. К счастью, до стрессового перелома еще не дошло, но в голени сильное воспаление. И в кости еще есть небольшие микроповреждения. Так что, где нужно прыгать, я буду прыгать. А между этим постараюсь немного беречься. Чонгук произнес слова, от которых у каждого фаната побежали мурашки по коже.
Мы продолжаем выступать, но моя голень сейчас находится в состоянии, когда она буквально на грани усталостного перелома. Стрессовый или усталостный перелом – это не результат резкого удара или падения. Это микротрещины в кости, которые возникают из-за хронических, изнуряющих и монотонных физических нагрузок без должного отдыха. Чонгук признался, что из-за этого воспаления ему невероятно тяжело даются те самые сложные танцевальные элементы, за которые мы все так любим его выступления. Тем не менее, наш золотой Макне попросил Арми набраться терпения и пообещал делать абсолютно все возможное, чтобы беречь себя и завершить тур без катастрофических последствий для здоровья. Самым трогательным моментом всей трансляции стала их невероятная химия, тепло и взаимная поддержка. Они в шутку назвали себя идеальными партнерами по больнице. Они не жаловались на судьбу и не просили жалости к себе. Парни говорили о своих тяжелых диагнозах спокойно, сдержанно и даже с улыбкой, потому что им было важно просто быть честными со своим фандомом. Они в очередной раз показали нам, что за глянцевой картинкой мировых суперзвезд скрываются живые, уязвимые люди, которые тоже чувствуют боль, устают, изнашивают свои тела ради искусства, но все равно продолжают выходить к микрофону. Соцсети после этого эфира мгновенно взорвались миллионами постов со словами поддержки. Фанаты со всего мира запустили глобальные тренды с пожеланиями скорейшего выздоровления и призывами к компании снизить нагрузки. Главный посыл каждого комментария прост. Здоровье парней бесконечно важнее любых проданных билетов, стадионов и мировых рекордов. И с этим просто невозможно не согласиться. Этот эфир навсегда останется в истории фандома как один из самых честных, болезненных и в то же время сближающих моментов. Мы еще сильнее зауважали Тэхёна за его тихую стойкость, а Чонгука за его преданность делу и искреннюю заботу о друге. Берегите себя, ребята, ведь армии любят вас не за идеальные шоу, а за то, что вы — это вы. Но на этом откровения не закончились. Участники BTS также рассказали о другой проблеме – фанатах, которые приходят в их спортзал не для тренировок, а чтобы наблюдать за ними и пытаться заговорить. Ви и Чонгук попросили уважать их личное пространство. Они даже рассказали, что однажды около 2 часов ночи в спортзале находилось примерно 20 человек. При этом артисты подчеркнули, они не против фанатов, которые действительно тренируются и не нарушают чужие границы. 잠시나? 나 fut을 좋아해서. 좀 줘봐? 근데 원래 fut을 뿌려도 있긴 해. 반갑습니다, 여러분. 반가워요. 전 김대영입니다. 전 정국입니다.